Здравствуйте, друзья! Вторжение инопланетян скоро произойдет? Ссылка на статью в описании. Множество исследователей из разных стран задаются вопросом, возможно ли вторжение инопланетных существ на Землю и что в этом случае грозит человечеству. Смогут ли пришельцы заселить нашу планету? Даже если в настоящее время никто не сможет со стопроцентной уверенностью утверждать, что инопланетяне существуют, на этот счет всегда выдвигалось множество гипотез. Так, известный британский ученый Стивен Хокинг считает версию о вторжении существ с других планет на Землю вполне реальной. Свое предположение он основывает на математических расчетах. Единственным способом спасения для землян физик-теоретик видит в поиске и освоении других планет во Вселенной. В любом случае, по мнению Хокинга, нашу планету ожидает катастрофа и неминуемая гибель. Вторжению быть. Сейчас ученый курирует проект по поиску инопланетян, который оценивается в сумму $100 миллионов. Физик отмечает, что одна из существующих экзопланет вполне может быть заселена инопланетянами. Например, объект из созвездия Журавля мог бы быть пригодным для инопланетной жизни, но в этом случае существа давно бы дали о себе знать. В рамках своей работы Хокинг при помощи спонсоров планирует создать и запустить миниатюрный зонд для изучения планет вне Солнечной системы. По его мнению, обнаружение доказательств другой жизни поможет землянам продумать дальнейший план действий и направить усилия на то, чтобы не быть обнаруженными инопланетянами. Он рассказал, что людям не стоит прилагать чрезмерных усилий для поиска пришельцев, но настанет момент, когда они сами пошлют на Землю сигнал. Эта встреча может плачевно закончиться для человечества, так как сверхразвитые существа с других планет могут поработить людей. В подобной ситуации оказались и индейцы, после того как Колумб с командой впервые встретился с ними. Если вторжение все же произойдет, смогут ли инопланетяне заселить нашу планету? Для этого нужно рассмотреть возможные цели их пребывания. Потребность в природных ресурсах. Сет Шостак, специалист Института поиска внеземных цивилизаций SETI, считает, что вторжение инопланетных существ не будет попросту из-за того, что Земля их не интересует с точки зрения природных ресурсов. Ведь высокоразвитым пришельцам не потребовались бы никакие поступающие с Земли сигналы, если бы они нуждались в ресурсах. В этом случае они бы давно уже дали о себе знать, прилетев за ними. Помимо этого, на других планетах и астероидах есть запасы воды и прочих элементов. Но ученый отмечает, что внеземная раса, как и человеческая, склонна, скорее всего, к агрессии в отношении посягательств на их ресурсы. Также Шостак подкрепляет свою теорию тем, что регулярно излучаемые с Земли радиосигналы давно могли вызвать интерес у пришельцев. Но либо они попросту не способны добраться сюда, либо совершенно не видят в этом смысла. В любом случае, подобного мнения придерживается большинство современных ученых. Астроном также отмечает, что даже если бы инопланетные существа и хотели бы дать о себе знать, то визиту они бы предпочли другой высокоразвитый, быстрый и удобный способ связи. Избавление от конкурентов и завоевание пространства. Еще одна гипотеза Стивена Хокинга основана на существовании пришельцев, которые кочуют по планетам, захватывая их. С его математической точки зрения, эти шансы невероятно высоки. Ученый также отметил, что людей в таком случае ожидает ужасное будущее, как описано в кинокартине «День независимости». Остается неясным только вопрос, как же могут выглядеть пришельцы и какие у них намерения по отношению к нам. Этот Стивен Хокинг какой-то ненормальный, одержимый. Теории его выглядят очень идиотскими. Инопланетяне среди нас. Одна из гипотез, выдвигаемых в последнее время исследователями все чаще, это версия о том, что инопланетяне уже давно заселили Землю созданными ими людьми, потомками которых в настоящее время являются порядка миллиарда человек. Благодаря этому пришельцы, как таковые, остаются незамеченными, но все знают о людях. Версия связана с загадочной планетой Нубиру, существование которой так и не было доказано, из которой на Землю и были доставлены представители инопланетной расы. По словам Сета Шостака, эта теория возникла только из-за того, что люди считают себя исключительными созданиями во Вселенной, превознося свою роль в ней, и не может считаться правдоподобной. Люди еще не распознали сигналы, подаваемые пришельцами. Один из основателей института SETI, Джилл Тартер, говорит о том, что пришельцам не составит труда взять все на Земле под контроль по прибытии. Поэтому они будут устанавливать свои правила,
пользуясь передовыми технологиями. Астроном также предположил, что их доброжелательный настрой более вероятен, чем враждебный, так как только благодаря мирной жизни они могли жить и развиваться, не уничтожая друг друга. Тот факт, что инопланетные существа до сих пор не подали сигнал землянам о своем существовании, может свидетельствовать только о том, что человечество пока не имеет в распоряжении таких средств, которые бы его распознали, считает ученый. Пришельцы не выживут на Земле. Можно предположить, что у инопланетян отсутствует иммунитет к огромному количеству бактерий, населяющих нашу планету. Поэтому, скорее всего, пришельцы будут умирать от атакующих их болезней. Если же иные цивилизации здравомыслящие, считает Шостак, то они никогда не прилетят на Землю лично. Возможно, для этих целей они используют роботов. Если же инопланетные существа окажутся максимально близки по биохимическому составу с человеком, то на адаптацию к земным условиям у них может уйти свыше 1000 лет. Таким образом, можно сказать, что большинство ученых приходит к выводу, что если пришельцы и прилетят на нашу планету, то только с исследовательской целью. Но жить на ней они вряд ли будут. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.